Здравствуйте, с вами Бои. Продолжаем проходить Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Мы с вами в Kew Gardens. Расследуем, судя по всему, последнее дело. И здесь стоит выбор у нас: съездить за Тоби в Скотланд-Ярд, говорю, на Бейкер-стрит и пойти по следу бутылки. Но я решил сначала обследовать все локации, которые мне до этого были недоступны. А уже потом перейдем за Тоби. Так, это у нас что? Теплица. Давайте пойдем по часовой. А здесь, судя по всему, особо интересных вещей-то и нет, да? К сожалению. Совершенно бесполезные вещи. Совершенно. Эй! Ну хоть что-нибудь, хоть один предмет можете здесь осмотреть? Отлично. A glasses case. It is empty. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Возможно, значит, мы что-то здесь можем найти. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Это значит, он мог видеть здесь, как погибает Дан. Скорее всего. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Откроем, пускай будет открыто. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Вообще, наверное, самое очевидное — это Мартин Хэмиш пока убийство. Но пока мы не расследуем этот след божественного этого синдиката, This непонятного. poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Ну что ж, получается, что здесь особо больше смотреть-то и нечего. В этих теплицах-то. Ну, обидно, досадно, ну ладно. А вот и самое главное. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Самое главное, я имел в виду, что стоит в центре зала. Я это не осмотрел в этом смысле. Ладно, идем дальше. Забавно такие здесь строения, лабиринты. А не от этого ли бюста камень? Нет? It is a bust of Montague Dunn. Да-да-да, это именно от него. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Вывод. Пока никакого. Такое ощущение, что его этим бюстом и по башке и трахнули, а потом уже он помер. Ну, не знаю. Выясним попозже. Так, давайте отсюда начнем, наверное. Ну, также по часовой. The seeds of plant species are stored here. Ну, вообще, конечно, насколько все детализировано, да? Эти мелкие детали. Конечно, локации и интерьеры очень правдоподобные. Там, где должно быть много вещей, там много вещей. Там, где должно быть мало вещей, их мало. Да, Ватсон, ядрить тебя дважды. Ты заколебал. Отойди с моего. Дорога. Ладно, пойдем. Судя по всему, здесь вообще ничего интересного. Locked. Так, ну давай смотреть, где мы еще не были. Вот, кстати, здесь мы можем встретить мисс Уайт. А вот и она. Давайте по часовой также. Семена. Ну, было бы странно, если в комнате под названием «Семенная» не было семян, да? Да, судя по всему, кроме мисс Уайт, особой ценности эта комната больше не несет никакой, да? Давайте сначала все осмотрим, чтобы в этом убедиться. Тоже окошко, да, открывается? Но не более. A book about ships. Nothing at all to do with plants. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office.
И все, в принципе, да? From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Ну, вы понимаете, к чему это все ведется, да? Что кто наблюдал за тем, как он умирал. Вот что важно. Вот к какому выводу нужно прийти. Так, сначала осмотрим весь стол, а потом уже к ней подойдем и поговорим с ней. Поговорим о том, о сём, поговорим, как мы с тобой живем. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Давайте составим сначала портрет ее. Мало ли чего. Дорогие духи. Что такие руки красные? Плохо питалась, пилагра из бедной семьи. Ладно. Еще одна деталь какая-то, которая нас должна привлечь. Но пока не привлекла. Честно говоря, что-то я не обращаю внимания. Ну чё? Ну что, я же все отметил. Что-то на лице, скорее всего. Интересно, девки пляшут. Какая ты запутанная леди. Я еще никого так долго не изучал. Слушай, ну что я должен обратить внимание? О, нашел. Не замужем. Блин, это так очевидно. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. И пошли вопросики. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious.
Так, и дальше-то что мне делать? Тоби подключать? Давайте посмотрим по уликам. Надпись на фотографии Мартина Хэмиша. Мы с отцом. Спросить, хорошо. Спросить. Надежда Альбита. Спросить, хорошо. Божественный синдикат. Искать в архиве. Хорошо. Осколок статуи. Спросить. Хорошо. Это мы можем сделать и сейчас. Но нам сейчас главное с вами понять, мы куда-то еще не имели доступ, или мы все-таки проверили все. Так, здесь мы ничего сделать не можем, да? Я понимаю, что да. Хорошо, тогда давайте быстренько пройдемся здесь еще. Судя по всему, здесь мы уже были везде. Здесь мы точно были. Как пить дать? Вот эти все комнаты были закрыты. Поэтому давайте возвращаться той же дорогой, которой мы пришли сюда. Да, все верно, там мы везде были. Отлично. Давайте теперь спрашивать о вновь открывшихся фактах. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. И тут мы ему говорим, а врешь ты, очкарик. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Ну, знаете, он становится самым главным подозреваемым пока на данном этапе. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Так, осколок. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Что ж, пока все указывает на него. Но опять же, я человек, который ищет подводные камни, считаю, что это слишком очевидно. Хорошо. Так, получается, у Мартина Хэмиша был мотив. Он считал, что Дан сломал его и отцу жизнь, присвоив всю славу за их работы. Хэмиш мечтал возглавить Угадас, но понимал, что это невозможно, пока жив Дан. Очень очевидный мотив. Очень. Хорошо. Идем дальше. Спрашиваем Альберта про кораблики и про всю другую лабуду-дуду. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ну, опровергаем чем? Надежда, эмблема, цветочные газки, ключи, надежда. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans.
although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Так, ну что ж, давайте сделаем следующие выводы. Амбиции и унижение. У Альберта был мотив убить отца, Монтегю Дана. Дан разрушил мечту Альберта поступить на службу во флот. Убив отца, Альберт мог отомстить и получить возможность стать следующим директором Kew Gardens. Пока связей никаких, пока только одиночные факты. Ладно. Что ж, давайте посмотрим, что у нас по уликам. Используйте Тоби, это понятно, найдите убийцу, понятно, найдите растения, понятно, найдите похищение. Только расплывчатые цели. Поэтому что мы делаем? Мы отправляемся на Бейкер-стрит, берем Тоби и уже здесь опять обратно в Kew Gardens будем искать след от этой бутылки. Но пока непонятно, к чему это нас приведет. Еще этот синдикат таинственный. В нем явно нам нужно будет как-то связаться, найти его место и там явно пообщаться с кем-то из этого синдиката. И, кстати, у нас еще есть задание в энциклопедии. Так, участник Божественного синдиката написал жалобу на Kew Gardens и упомянул старое дело, о котором рассказывали в газетах. Случай 14 июня 89 года. Ищем. 89 год. Скандал. Вот. Божественный синдикат, последователи Верховного Божества Тривана, собирающегося на 48 адрес, стали объектом административного разбирательства. Я так понимаю, они своего рода Гринпис современный, да? Руководители этой организации подозреваются в финансовых махинациях. Дело может дойти до суда. Между тем, против данного расследования выступили многие высокопоставленные лица. На самом деле, это частная организация, ставящая целью защиту природы и объединяющая многих влиятельных людей, включая в себя и представителей оппозиционной партии. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ну хорошо, у нас появилась еще одна локация, и это уже немало. Сейчас быстренько проверим. Здесь ничего. Тогда берем Тоби. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. И, как и сказал Шерлок, отправляемся в Kew Gardens. А уже дальше, когда закончим Kew Gardens, Тоби. И возьмем обратно с собой... А, с нами же поехал Ватсон, да? Просто в прошлый раз, когда мы брали Тоби, то Ватсона с нами не было. То есть была такая альтернативная возможность выбора. Или один, или другой, что называется, или одна собака, или другая. Ну ладно, черный юмор. Черный английский юмор. Так, пока у нас нету никаких дедукций и индукций. Но единственное, что мы можем почитать портрет миссис Уайт. Мисс Маргарет Уайт, прекрасная молодая леди с небольшим состоянием. Вместе с тем, на ее руках есть темные точки. Это следы пелагры, возникающие при долгом недоедании. Это доказывает, что ее детство было бедным и несчастным. Однако ее нынешнее состояние свидетельствует о счастливых переменах в судьбе. Так, и вот снова Kew Gardens. Возвращаемся в административное здание. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Хорошо, я сразу играю за Тоби. Search, Toby. Search. Ну, мы с вами уже знакомы с этой технологией. Поиграем от третьего лица, чтобы вам было более атмосферненько наблюдать за ним. Ну что ж, след ведет нас в комнату, где стоит Альберт. Я думаю, там этим все не закончится. Так, не дальше, что ли? Да, получается дальше. Ну, я там не бродил. Но я так думаю, мне там и нечего было искать без Тоби. И что у нас здесь? Тайник. Мы нашли тайник. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Судя по всему, на Бейкер-стрит обратно. Нет? Давайте посмотрим. Требуется анализ. Химическая колба была закрыта в землю. Так, это все золотой синдикат, да? Или как вот там божественный? А кого о нем спросить-то можно? В принципе, получается никого. Ну что ж, попробуем тогда. Ну, спросим еще у этого чувачка, попробуем, нет?
Just be careful with the plants during your inspection. Хорошо, значит мы отправляемся обратно на Бейкер-стрит. Пока до синдиката не пойдем, когда закончим со всем, что уже у нас имеется, и уже только потом отправимся дальше. Так. Хорошо, эти гусеницы на что-то ответят, но в любом случае. Так, здесь у нас никаких новых связей. Хорошо, идем в лабораторию. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Так, где у нас тут что? This is the bottle that we found hidden at... Пипеточку. Где у нас пипетка? Дальше что? A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Так, включаем горелочку. Let us determine just what we have found here. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Я в I школе need to столько take a опытов не делал, pipette как в and этой make игре. several drops of the reagent. Хорошо. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ну хорошо, главное, что это все было довольно-таки просто, но вывод, если честно, мне ни о чем не говорит. Правильно? Правильно. Поэтому что? Единственное, что у нас остается, это, ребятушки, отправиться в золотой... Почему я фильм называю золотым синдикатом? Объясните мне, если он божественный. Хорошо. Отправляемся в божественный синдикат. Где бы он ни был. Так, что? Ну, могу сказать точно, что это последнее дело, потому что осталось пару человек, которых мы, возможно, встретим здесь в синдикате. Цели пока тоже расплывчатые. Есть доказательства, которых нужно спросить только эмблема на разбитом цветочном горшке. Даже не знаю, у кого еще спрашивать. Но у нас новая локация. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ну что ж, новая локация. Ну, давайте, наверное, сделаем так, что она будет уже в новой серии, чтобы у нее было логическое начало, логический конец. В этой серии мы использовали Тоби и работали с химикатами. С вами был AnyBuddyPlay. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Короткая серия, но ничего не поделаешь.